Севастополь, 2025 год. По дорогам ездят автомобили, ходят люди, строятся дома. В то время как по тротуарами, под жилыми домами все изрезано подземными ходами, бункерами и штольнями. Я уже делал несколько видео о интересных подземных местах города, все ссылки оставлю в описании. Сегодня речь пойдет об еще одном интересном и очень популярном у местных диггеров месте. Однако сразу хочу добавить, я не диггер, и контент мой тоже для более широкого круга людей. Для тех, кто, возможно, слышал об этом месте, но не видел, что же там на самом деле. И для тех, кто об этом совсем ничего не знает, как и я до недавнего времени. Поэтому, если будет интересно, прошу проявлять активность на канале, это поможет развитию проекта. А теперь к сути. Речь пойдет об огромном подземном госпитале. Информацию о нем пришлось искать на различных интернет-площадках и электронных библиотеках. Итак, бункер имеет обозначение С5, и тянется он аж от спуска Котовского до улицы Гоголя. Ни планов, ни цифр с характеристиками бункера ввиду его прошлой секретности найти не удалось. Однако, если с помощью специальных сервисов обозначить точку входа и точку выхода, то мы увидим цифру почти в полкилометра, что довольно немало для подобных сооружений. Многие севастопольцы, вероятно, видели огромные, наглухо заваренные ворота и на спуске Котовского, и на улице Гоголя. Так вот, это и есть входы в подземелье. Естественно, попасть внутрь через них не выйдет. По своему назначению, этот подземный объект представлял собой госпиталь-бомбоубежище на 2000 человек. Его построили после войны. Основная цель — это меры предосторожности после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Сооружение состоит из двух параллельных тоннелей, которые пересекаются тремя поперечными. По своей сути у госпиталя три выхода. Один из них представляет собой крутую лестницу, слева от которой идет жолоб. Вероятно, когда-то в нем были рельсы для спуска тяжелобольных пациентов. В 90-х годах часть объекта была арендована одной из ветклиник города. Сейчас основные входы в бомбоубежище заблокированы, а в самом госпитале кое-где сохранились советские раковины, железные вентиляционные шахты на потолке, трубы, идущие вдоль стен, и часть системы фильтрации воздуха. И на этом какая-либо предварительная информация об этом месте заканчивается. Пробравшись внутрь, невольно испытываешь чувство тревоги. Даже имея опыт исследования пещер, гротов, впадин, неважно. Пробираясь в такие вот подземные заброшенные места, адреналин разрывает. Место само по себе жуткое. Каждое помещение бункера как будто пронизывает до мурашек, а вокруг царит абсолютный мрак. От залаза ведет очень крутая лестница под землю, вдоль которой проложен тот самый желоб, о котором я упоминал ранее. Затем коридор поворачивает налево, где можно видеть огромную бронедверь. Она ведет в помещение, под которым было что-то вроде танка с водой. Сейчас ниша не затоплена. Воды нет совсем. А дальше мы видим то, что осталось от детей. Возвращаемся к бронедвери, и далее коридор раздваивается. Налево он идет в сторону того самого входа, расположенного по спуску Котовского, а направо коридор ведет в сторону улицы Гоголя. Коридор долго тянется, и на всем пути нам встречаются то небольшие пустые помещения, то вентиляционные шахты, то комнаты с остатком неразворованной системы фильтрации бункера и электрощитками. Затем мы попадаем в длиннющий коридор. Если не ошибаюсь, то таких помещений там около 7. И вероятнее всего, они проектировались как палаты для больных.
Каждый коридор по ощущениям около 30-40 метров. Вдоль сводов протянуты вентиляционные каналы, кое-где видно копоть. Вероятно, кто-то здесь устраивал костры. В конце мы снова попадаем в узкий тоннель с небольшими помещениями, а при выходе, прямо перед подъемом к улице Гоголя, мы видим наглухо закрытые, а возможно заваренные на сегодняшний день бронедвери. Несколько лет назад проход дальше был доступен. Предполагаю, что так как ворота находятся прямо в жилой зоне, местные жители, вероятно, устали от любопытных лиц, решивших исследовать это подземелье. Вполне возможно, что часть этого подземелья сейчас просто используется в других целях.